Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, коридор затмений. События, которые могут выйти на первый план в октябре месяце, они все могли иметь начало где-то с начала года, приблизительно весна, апрель. В этот период между затмениями мы будем словно находиться между узлом прошлого и будущего. Солнечное затмение в весах, а лунное затмение в Тельце. Это ось отношения, финансы или отношения личная жизнь, хотя также это может быть и социум, как мы себя позиционируем, какие планы в коллективе, может быть, мы строим, и финансовые вопросы. А у кого-то финансовые вопросы и вообще какое-то взаимодействие в вашей семейной паре. В конечном итоге все эти вопросы, они нас ставят перед фактом, как быть дальше. Либо мы что-то улучшаем, изменяем, как в плане отношений, так и финансов, либо признаем, что кризис – это какая-то финальная точка, и нам нужно просто развернуться и словно строить что-то заново. Есть какая-то реальность. Вот давайте мы узнаем. На такой оси между солнечным и лунным затмением я уже приготовила колоду карт, и мы с вами зададим следующие вопросы. Первое у нас характеристика энергии солнечного затмения. Достанем карту. И точно так же достанем карту характеристика лунного затмения. Достанем третью карту, положим ее словно между, да, вот как на этой оси. И спросим либо важное событие, либо что будет в центре внимания. Что в этот период, как неожиданности, может произойти, или, может быть, сведения какие-то придут, новости. Что на оси отношений, какие новости могут ожидать. Энергетика. Что по финансам, как может складываться ситуация. Что нам будет помогать, что для нас работает словно в плюс. И подведем итог, совет от карт, либо а что будет дальше, может быть, как будут развиваться в дальнейшем события, что-то нам карты скажут. Итак, солнечное затмение, прекрасная энергия. Карта десятка кубков, это карта баланса во всех сферах жизни, это когда мы собой довольны. И когда, в принципе, могут встать вопросы из семьи, вопросы, связанные с детьми, с родственниками, далекими и близкими. Может быть, вопросы, связанные с недвижимостью, но сама по себе карта нам говорит, как будто все уладится. Или мы будем работать, может быть, над улучшениями отношений, над улучшением взаимопонимания, или какие-то вместе со своими домочадцами строить планы на будущее, но по десятке кубков это карта радости. И правда, мы со всеми в этот период можем договориться, с другой стороны, либо улучшить финансовую составляющую вашей жизни, либо, если были какие-то шероховатости в отношениях, как раз мы больше настроены на диалоговую форму. По солнечному затмению в весах мы можем значительно еще и улучшить наши позиции, наше благосостояние, наше благополучие, наше взаимопонимание. Одним словом, мои дорогие львы, все со знаком плюс. А что же у нас по лунному затмению в Тельце? И вот проигрывается это вдохновение. И, кстати, не совсем про вдохновение. Это карта Музы, принцесса кубков. Помимо приятных эмоций стоит рядом с нашей принцессой кубок, и оттуда выглядывает рыбья голова. Это один из символов благополучия и финансового достатка. Значит, что-то мы будем продолжать, укреплять, увеличивать, если мы говорим в плане дохода, строить планы на будущее. И вообще в этот период для вас, львы, он может быть очень позитивным даже. И каковы бы тут ни складывались события, может быть, просто карты нам говорят, что какая-то ваша личная именно история, пусть это где-то будет перемежаться со способами заработка, может быть, с режимом работы и отдыха, да, или с режимом вашей работы, сколько времени вы, в принципе, уделяете на дорогу, на работу, когда вы возвращаетесь домой. Вот до мелочей могут какие-то такие детали, вдруг вы придете к выводу, что это все имеет значение, потому что я хочу больше времени проводить со своей семьей. И это может быть побудительным мотивом, чтобы кто-то из вас начал словно свободное плавание или как раз собственное творчество, собственное хобби, какое-то ремесло. Именно вот то, что нас развивает, придает нам силы даже в сложные периоды жизни. Это, наверное, та работа, которую мы можем 100 раз повторить, и мы не устанем, потому что
Нам нравится этим заниматься. Есть положительный момент, так или иначе обе карты нам говорят о чем-то хорошем в вашей жизни, мои дорогие львы и львицы. Но давайте среднюю карту откроем. Вот, наверное, между принятием каких-то решений будет очень много информации. По пятерке жезлов я ее называю карта информационного хаоса, когда, в принципе, информация разрозненной, какой-то такой многоликой. Или вы будете с большим количеством людей общаться, какие-то вопросы улаживать, и вам придется где-то учитывать, что каждый со своим настроением, каждый со своими доводами, каждый со своим мнением. Ну и где-то мы можем устать. А для кого-то из вас, если мы говорим на оси, как будто, да, мы рассматриваем, какие же события могут происходить, вам придется быть буквально как третейский судья. Правда, может быть, уравновешивать какие-то силы между тем, что я бы хотел или хотела осуществить, и какой-то реальностью. Между вашими рабочими процессами или то, чем вы занимаетесь, и вопросами вашей семьи. Правда, сам по себе даже график работы для кого-то из вас будет иметь значение, потому что как будто мне не хватает времени. Мне хочется именно как и быть, может быть, дома или со своими любимыми, или время будет таково, что надо будет решать какие-то вопросы, связанные с семьей. Может быть, кстати, куда-то и поехать. Может быть, дела вашей семьи или детей сложатся именно таким образом или с родственниками, что будут противоречивые какие-то ситуации по пятерке жезлов. Вообще, сказала бы так, любая тема, которая касается личной жизни, семьи, благополучия, жилища вашего, она как будто просится к тому, чтобы что-то изменить или улучшить. С учетом десятки кубков, достаточно стабильный период октября, мои дорогие львы и львицы. Давайте мы узнаем, каковы же неожиданности. Ну, могут быть и неожиданности. Нам уже сказали, информации много. По восьмерке жезлов здесь тоже та информация, которая к нам буквально врывается в нашу жизнь и заставляет что-то перепланировать, пересмотреть. Может быть, какие-то временные рамки. Может быть, переделать. Или быстро куда-то отправиться. Принимать какие-то решения. По этой карте мы чего-то не сможем оставить на потом. Мы должны действовать здесь и сейчас. И подкорректируют, может быть, планы, правда, какие-то новости или известия от ваших родственников. У кого-то так тоже вполне вероятно может быть. А может быть, это и известие о каких-то возможностях, чтобы чего-то не упустить. Вам, возможно, тоже придется сделать какой-то либо вояж, либо просто звонок на что-то откликнуться. Давайте мы посмотрим отношения именно, что к нам приходит по отношениям. У кого-то это может касаться отношения, пусть с вашими близкими или по работе. На работе, вот, кстати, может быть такая информация, которая приходит случайно. Может быть, это приход этой информации сопряжен с приездом человека. Или по этой карте принц жезлов, как будто мы сами можем куда-то отправиться. Увы, по этой карте могут быть и проверяющие. Все было так неплохо. Приехал проверяющий, и мне нужно уже в каком-то другом ключе работать и с учетом, по крайней мере, то, что у меня идет проверка. Или, может быть, какой-то документ приготовить и отвезти куда-то. Мы сами тоже куда-то можем поехать, чтобы разобраться окончательно в каком-то вопросе. По принцу жезлов и еще одно значение: мы чего-то не сможем отложить на потом. И я так вижу, если у нас где-то идет как и неожиданности, так и отношения. Вот, наверное, отношения как по работе у кого-то, а у кого-то по личной жизни, может быть, связанные с вашими близкими, с родственниками, с детьми. Но есть то, что как будто перекраивается или перестраивается, или нас заставляет как будто принять быстрое решение и куда-то отправиться. Здесь у каждого по-своему. Но информации будет много. Как будет много и разрозненной информации, но будет, видимо, и то, чему стоит уделить внимание, причем ну, кое железо пока горячо. Вот эти две карты, мои дорогие львы и львицы, как восьмерка жезлов, так и принц жезлов. Это то, что мы не можем оставить на потом. Тут словно момент нашего отклика будет тоже иметь значение. Финансы, давайте посмотрим. Ну вот финансы нас не очень, можно сказать, радуют. Или была какая-то минусовая ситуация, когда обещали одно, получили мы другое. Или еще по каким-то причинам мы как будто вполне вероятно, смотря у кого как сложатся обстоятельства,
Может быть, имеется в виду, что мы должны какую-то сумму денег заплатить. И это приходит неожиданно. Может быть, это помощь кому-то. Все-таки тройка мечей. Как будто есть событие, которое уже случилось и произошло, и теперь оно, в принципе, ну, оно не новое, оно нас не выбьет где-то из колеи или не доставит для нас уже по-новому каких-то эмоций. То есть все уже случилось. Но, видимо, какие-то отголоски, они могут быть. И это будет через финансы. Правда, у кого-то может быть та история, которая даже завершилась прежде, но ее как будто либо закончить, либо поставить какие-то все точки над «и» или последний аккорд сыграть вам придется по финансам именно в октябре. Для кого-то из вас вот это между обещанным и реально полученным, правда, может проиграться, что меня не устраивает то, что мне предлагают в качестве эквивалента за мою работу, и это будет побудительным мотивом, чтобы заняться для кого-то своим творчеством или развивать то направление, о котором вы всегда мечтали. Опять же, работать на самого себя или на саму себя, чтобы руководить этим процессом, а словно не ждать, когда там кто-то смилостливится. Вот есть момент какого-то дисбаланса по финансам. Вот он есть. Но я могу сказать, что, мои дорогие львы и львицы, у вас деньги-то все равно будут. У нас все начинается с десятки кубков. И значит, на какой-то последующий период, хотим мы того или нет, обстоятельства нашей жизни приведут к тому, что мы пересмотрим дальнейшую либо сферу деятельности, либо каким образом мы получаем деньги, через или какими средствами, способами наш доход складывается. И не должно быть каких-то разочарований. Вот по финансам как будто есть какой-то минус. Что-то нас явно не радует. И ситуация это не новая, значит, что-то не завершается, возможно. И мы говорим, а что вот как раз радовать и помогать будет. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Это карта прогресса. Какую-то историю вы будете завершать. Что-то вы будете, возможно, откликаться, начинать. И вполне вероятно, я так вижу, какой-то уже прогресс. Или это вот как по принцессе кубков, когда мы занимаемся любимым делом. Я сказала, можно 100 раз даже что-то повторить. По тройке жезлов это правда, у кого-то проиграется поездка, переезд или работа, может быть, вы будете планировать с поездками или с перемещением, командировками. Для кого-то из вас вы окончательно решите, я буду работать удаленно в интернет. Вот такое тоже может быть. По тройке жезлов это есть уже вдохновение, и мы как будто знаем, чем мы будем заниматься. Эта карта не говорит, что мы включаемся в процесс уже в октябре. Как будто человек стоит в ожидании. Но у вас уже будет четкий план действий, мои дорогие львы и львицы. Что мне делать дальше? И точно будете знать, чем я точно не буду заниматься. Какой-то баланс вы здесь проведете между тем, что имеет смысл, и что уже смысла не имеет. Может быть, обстоятельства, правда, так сложатся для вас. У вас много информационных карт, когда либо известие, либо событие вас подтолкнут принять какое-то важное решение. И даже в тех случаях, когда вы прежде раздумывали, а теперь вы как будто точно знаете, что, в какую сторону, в каком направлении мне двигаться, и где у меня будет прибыль, где у меня будет развитие. И то, чем самое главное, наверное, по тройке жезлов, чем я хочу заниматься. Чаще всего это именно, когда мы что-то в плане личных амбиций достигаем. И это в позиции карта прогресса у нас лежит, поэтому какой-то прогресс и вдохновение нам точно и обеспечены, нас будет это радовать. Главное не наступать на горло собственной песни. И если мы говорим карта совет по отшельнику, в принципе, нам никто не мешает. Ну и надеемся-то мы сами на себя. По отшельнику это к вам могут обращаться, потому что это у нас мудрец, который распутывает сложные тайны, решает сложные вопросы, который знает, как правильно какую-то ситуацию разрулить. Но, с другой стороны, ведь это у нас рядом с тройка жезлов, и поэтому, если мы говорим, что дальше, да, вот такое, если мы ставим вопрос, какое будет продолжение, какое-то будет, правда, для многих из вас, я не говорю для всех, когда либо в этот вот период октября вы будете строить как-то кардинально по-другому карьеру,
когда будет первое желание, чтобы я руководил. И поменьше было руководителей надо мной. Вот этот момент, он будет проигрываться в октябре. А для кого-то из вас это побудительным мотивом будет, чтобы вообще уйти в свободное плавание и что-то создать свое. Вот у кого-то такие кардинальные перемены будут касаться именно вашего социума, вашего труда, вашего творчества, вашей работы. И одновременно финансы. А если мы говорим про отношения, то тут, скорее всего, мои дорогие львы и львицы, тут какие-то приятности, какие-то возможности и самое главное, взаимопонимание. И даже если по какой-то причине вы не договорились прежде со своим партнером, здесь мы как будто более гибче, здесь мы больше чувствуем, наверное, друг друга. И в домашней обстановке, или в нашей семье, или пусть это ваша пара, еще не оформленные отношения, у кого-то может быть как раз и принятие решений, что мы какое-то время встречались, дружили, а теперь мы переведем на новый уровень. Вот такое у кого-то тоже может быть. Но здесь идет все каким-то приятным возможностям и другому качеству жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы и любимы всегда.